Привет всем! Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 16 марта. Поехали! Часть холма обрушилась на севере Перу, похоронив по меньшей мере 60 домов. Момент схода этого массивного оползня попал на камеры мобильных телефонов местных жителей. Они поделились этими кадрами в социальных сетях. На этих видео можно увидеть ужасные изображения, показывающие, как целые дома буквально складываются как карточные домики под массой грунта и камней. По информации местных СМИ, от оползня пострадало до 80 домов. Многие люди оказались в ловушке под завалами домов и толстого слоя земли. На данный момент известно, что 20 человек числятся пропавшими без вести. На место происшествия власти направили 40 бригад спасателей и пожарных, проводятся работы по расчистке завалов, а также поиски пропавших без вести. Каждая минута сейчас на вес золота, многих жителей еще можно спасти. Деревня в восточной провинции Муш полностью покрылась снегом из-за сильнейших снежных осадков, которые не прекращаются в Турции уже который день. Как сообщают местные СМИ, такого снегопада здешние места не видели последние 30 лет. В этой деревне проживает примерно 700 человек. На данный момент часть ее остается без электричества. Власти делают все возможное, чтобы дороги были расчищены и была возможность сделать поставки продуктов. Помимо провинции Муш, еще 4 восточные провинции оказались во власти снежной стихии. Государственная метеослужба Турции выпустила оранжевое погодное предупреждение о сильных снегопадах до пятницы, а также предупреждение о лавинах и морозах на востоке страны и сильных ветрах на западе. Мощный торнадо обрушился между городами Сумбер-Пасир и Сидореджа, Восточная Ява, Индонезия. По информации, которая имеется на данный час, известно, что стихия разрушила более 6 домов и более 30 частично повредила. По словам местных жителей, сильный ветер повалил деревья, ограничив движение на нескольких автомагистралях. На кадрах, опубликованных очевидцами в социальных сетях, видно, как сильный ветер срывал с домов крыши, поднимая их в воздух, ломая деревья. В результате разгула стихии некоторые постройки были полностью разрушены. 5 человек получили травмы различной степени тяжести, им уже была оказана медицинская помощь. На месте буйства торнадо проводятся работы по восстановлению инфраструктуры. Синоптики предупреждают, что до выходных возможны сильные порывы ветра, а также дождь с возможностью выпадения до 100 мм осадков. Сезонные наводнения начинают преобладать во многих регионах Индонезии. В результате сильных осадков за последние 10 часов пострадала деревня Сидореджо. Группа быстрого реагирования регионального агентства по борьбе со стихийными бедствиями уже эвакуировала более 100 местных жителей, которые оказались в ловушке из-за наводнения в своих домах. Помимо деревни Сидореджа, в общей сложности 4 подрайона в Лумаджанге пострадали от наводнения из-за дождей от умеренной до высокой интенсивности за последние 2 дня. Высота паводка при этом составила более 50 сантиметров. Сильно пострадал и домашний скот. Проливные дожди стали причиной выхода из берегов реки Авур, которая затопила рисовые поля. Как сообщают местные СМИ, жертв и пострадавших не отмечено, не считая нанесенного материального ущерба. Огромное облако пыли и песка из Сахары добралось и до Альп. Эта песчаная буря заполонила высокогорье, окрасив снежные вершины в оранжевый цвет. Несмотря на большую зону поражения, больше всего от стихии пострадала территория Альпийских гор. По мнению ученых, основная масса песка была перенесена ветром, дующим из Марокко, который накрыл территорию Альп и Пиренеев, засыпал песком Испанию, а также западные и северные части Франции. Несмотря на необычность происходящего, данное природное явление нельзя назвать редким и исключительным. Такое же явление мы с вами могли наблюдать и в прошлом году. Тогда также пыль из Сахары накрыла Альпы. Специалисты считают, что частые песчаные бури могут стать настоящей проблемой для ледников, так как песчаная пыль ускоряет таяние льда. Помимо этого, из-за подобных инцидентов сильно страдает окружающая среда.
Сильные ливневые осадки обрушились на несколько муниципалитетов в Чили. Эти осадки местные жители и власти очень давно ждут, так как там идут массивные лесные пожары. В результате короткого, но интенсивного дождя за 2 часа на город Колома выпало более 60 мм осадков. Этого вполне хватило, чтобы некоторые улицы оказались затоплены. Пострадал местный аэропорт в Эль-Лоа, часть крыши которого не выдержала натиска воды и обрушилась. Помимо этого, часть из его секторов были затоплены. Высота паводка на улицах муниципалитета достигала 50 сантиметров. Несколько машин были снесены сильным потоком воды, а часть дорог заблокирована для движения транспорта. Пожарные и спасатели провели более десятка спасательных операций на воде, помогая жителям, застрявших в своих автомобилях из-за наводнения. Погибших и пострадавших нет. Градовый шторм обрушился на город Икстапалука. Это муниципалитет находится в зоне границы двух штатов Пуэбло и Мехико. Размеры градин достигали 2 сантиметров в диаметре. Это не самый крупный град, но в очередной раз поразило, какое количество его выпало. В некоторых районах высота настила из града достигала 15 сантиметров. Потребовались усилия коммунальных служб и техники, чтобы расчистить часть улиц. К сожалению, в результате буйства стихии произошло несколько ДТП, но пострадавших, кроме материального ущерба, не отмечено. Стоит также отметить, что сильно пострадали подземные паркинги, которые ко всему еще и оказались затоплены. Власти муниципалитета объявили, что дожди и грозовые разряды, а также аномальный град будут продолжаться в течение нескольких дней. В соцсетях местные жители показали масштаб буйства стихии, а также его последствия. Ливневые осадки, которые идут уже вторые сутки в Эквадоре, стали причиной выхода из берегов нескольких рек, а также локальных наводнений. Сильнее всех пострадал город Лоха, который находится в южной части Эквадора. По информации СМИ, 2 человека пропали без вести, поиски которых продолжаются до сих пор. За 2 первые недели марта в Эквадоре выпала месячная норма осадков. Сильные дожди, которые с небольшими перерывами идут с начала месяца, привели к серьезным подтоплениям по всей стране. От наводнения пострадали более 5000 семей, есть и погибшие. По данным Национального института гидрологии Эквадора, в южных районах страны местами выпало более 100 мм осадков. Это столько же, сколько обычно набирается к концу месяца. По прогнозам, ливни в регионе ослабеют не раньше начала апреля, поэтому стоит ожидать новых наводнений и, к сожалению, схода оползней. Третьи сутки в бразильском штате Сан-Паулу не прекращаются ливневые осадки. На этот раз пострадал муниципалитет Вила-Мадалена. За 6 часов на город обрушилось 180 мм осадков. Часть районов буквально ушли под воду с максимальным уровнем паводка 60 см. Больше всего пострадали районы северной и западных зон. Там потоками воды сносило как автомобили, так и людей. 2 мужчин спасли женщину, которая оказалась в сложной ситуации из-за наводнения и не смогла сама выбраться из потоков воды. Власти продлили оранжевый уровень погодной опасности до понедельника. Синоптики предупреждают, что ливневые осадки не прекратятся, а наоборот усилятся. Власти попросили местных жителей соблюдать меры предосторожности и по возможности не пользоваться личным автотранспортом, а также сократить пребывание на улицах. За последние сутки на Земле произошло 138 землетрясений с магнитудой от 2,0 до 5,6. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в 6 странах. В каких именно, вы можете увидеть на своих экранах. Ну и по традиции минутка позитива на канале. Тоннель Глициний находится в саду цветков Кавати-Фудзи, расположенном в японском городе Фукуока, и является одной из главных достопримечательностей города. Глициния – это одно из самых популярных растений Японии, которое ничуть не уступает знаменитой сакуре. Она относится к тому же роду древесных кустарников, как и виноград. Цветки глицинии собраны в крупные соцветия различного окраса – фиолетовый, белый, синий, пурпурный или розовый. Некоторые сорта имеют очень тонкий сладковатый аромат.
Высота глициний может достигать 15 метров, поэтому для их поддержки создаются специальные каркасы. Когда вы попадаете в тоннель во время ее цветения, вы словно попадаете в сказку, не спеша прогуливаясь в центре увлекательной радуги и цветов. Спасибо вам за просмотр выпуска, спасибо за внимание и до завтра.